Так, ребята, всех приветствую на канале. У нас сегодня вот такой вот блок в работе. Это Lada Vesta NG с пропиской ключей по полной утере. Ну, либо если у вас ключ неисправный, сгорел. Также эта машина болеет часто отвалом ключа. Тоже лечится с помощью перепрограммирования ключа и блока BCM. Можно на столе, как мы делали сегодня, и можно непосредственно на машине. Если ключик у вас физически не сдох, можно родной перепровязать к этому блоку, и все будет работать. Вот. Тонкости по этим машинам. Все, кто на них ездит, рекомендую запастись дополнительно батарейками и положить их где-то в бардачок. Ключ работает только по низкой частоте, соответственно, если у вас села батарейка, машину вы не заведете, даже если вы ключик положите непосредственно вот на антенку. У него нету считывателя, который, как вот в нормальных машинах, грубо говоря, работает. Если сел смарт, соответственно, через частоту накачку антенны на ключе машина все равно заведется. В этом варианте эта история отпадает. Так что запаситесь батарейками в бардачоках куда-нибудь или в карман, чтобы вы всегда могли и машину открыть. Ну, бардачок достаточно механический ключ, в принципе, там присутствует, если что, откроете. Вот. Сейчас покажу, как мы записываем ключик. В данном случае на столе, потому что блок у нас по удаленке. Тонкости, наверное, сразу расскажу по поводу этих блоков. Значит, в блоке BCM есть определенные версии прошивки, которые несовместимы с определенной версией прошивки в ключе. На ключах, вот не знаю, передаст камера или нет, есть версия 1.1, 1.0.5, 1.0.4, тоже 1.0.4, ну их там много разновидностей, короче, существует этих платок. То есть, если прошивка BCM-ника не подходит под ключ, соответственно, этот ключик туда не прописать. Существует программатор для платок этих Vesta, но этот программатор по сути только у дилера, соответственно, у нас выход только один: подогнать прошивку блока BCM под прошивку данного ключа. Еще какой момент. На Авито много платок, как вот в этом варианте этих платок много в продаже. Там и по 500 рублей, по 1000 рублей и так далее. Брать их не рекомендую по той причине, что если ключик у нас уже залоченный, то есть он уже к какой-то машине был подвязанный, он у нас не пропишется в блок BCM. Если этот ключик был залоченный и стерт программатором, то тоже, скорее всего, не запишется, потому что у него будет айдишник нули. Вот конкретно вот эти ключики я пробовал писать. Тут у нас раз, два, три, 4 платки. Ни одна из них не заработала ни на одной версии прошивки в BCM. То есть на 4.9 я писал, 6.2 писал. Короче, не пишется. В видеоматериал это не вошло, но тем не менее я это все эксперименты проводил. Перед тем, как вы будете какие-то эксперименты делать, блок BCM на столе полностью вычитывается, сохраняется его дамп. И дальше дальнейшие действия уже можно делать, не рискуя, короче, ничем. В общем, переходим непосредственно к видеоматериалу. Он там будет, конечно, такой скудный, наверное, не полностью раскрытый, потому что уже было и в лень. Но частично затронет тот, кто занимается, в принципе, что-то для себя подчеркнет, какие-то моменты. Вот, если вы именно клиенты попали в такую ситуацию, можете смело обращаться либо с блоком, с ключом, либо непосредственно с машиной. Но если до меня далеко, то, соответственно, с блоком. В общем, поехали непосредственно к работе с ключами. Запись в блок BCM нового ключа. Блок после потери всех ключей, так скажем, так как родной ключ вот такой стоял, он неисправный. Другого ключа нету, соответственно, можно считать, что блок с полной утерей. Делаем на столе, симпровизировал антенку, подключил на столе, включил питание, перемычку, подключил питание, через скрипт записал вот этот ключик, добавился скрипт, показал, что ключ прошел регистрацию. Вот эти ключики, там платки у меня дали для попробовать, для эксперимента. Каждая из этих плат не регистрируется, пишет, что ключ чужой. Ну, то есть есть вероятность, что он просто уже записанный и не подходит. Пробовал 4 платки, ни одна из них не пишется. Клиент где-то покупал одну плату свою,
Она немножко с каким-то непонятным эффектом. Я сейчас попробую показать, но тем не менее именно этот ключ прошел запись. И программа написала, что обычный ключ один готово. Я запись экрана веду сейчас. Постараюсь показать, что пишет блок BCM. Так, ну и после записи можно попробовать нажать на кнопку, если блок прописался. Он должен отрабатывать релешкой наш ключ. Ну и в статусе должен ключ у нас быть либо 1, либо 0.3. Вот, кстати, все работает. На релешка отщелкивает, не знаю, передает микрофон, но слышно, что работает. Давайте его пока закрою. В чем прикол с этим ключом, я сейчас тоже покажу. Его не каждый считыватель может показать. То есть где-то он пытается, что частота идет, но не идет. Вот после какого-то раза блок перестал на релешку реагировать, но ключ как бы пытается читаться. Может то, что резко нажали. Сейчас что сделаем? Давайте перезагрузим питание. Еще раз проверим. Есть реакция, есть. Теперь давайте почитаем статусы. Идентификация, начнем с этого. Версия софта здесь еще старая 4.9. Я ее еще не обновил. Вот она 4.9. На ключ стал реагировать. На 6 версии .2 ключ этот не писался. То есть именно на старой версии пишется. Есть тонкости именно с версиями софта в блоках и версией софта в ключах. Короче, нужно методом подбора, либо уже наверняка знать, какие версии, с какой версии платы ключа и какая версия ПО работает. Так, короче, сейчас ключик на блок реагирует. Посмотрим теперь статус ключа. Так, давайте теперь после записи ключа я сделаю прочитать ключи EEPROM. Так как ключ принялся, сейчас сохраним этот файлик. Вот сюда создать один ключ, напишем так. Ключ. И сюда сохраняем. То есть один прописанный. Сохранить. Есть. Дальше заходим в редактор ключей и смотрим, что у нас по этому ключу типа. Да, ключ прописался действительно. Статус поменялся на 1. Раньше такого не происходило. Давайте посмотрим айдишник ключа. Прописался, поменялся он или нет. Ура! Ключик прописался. Значит, смотрите, айдишник поменялся, статус ключа поменялся. Остальные ячейки будут пустые. Изначально у меня все эти ячейки были за 2 ключа прописаны другими ключами. Вот один из них не рабочий, второй вот этот вот был. Так, короче говоря, если ключ подходит, программа отрабатывает без проблем. Если платки залоченные или уже какого-то там непонятного происхождения, они почему-то не пишутся. Короче, с новой платой прописался. И смотрите, статус ключа у нас появился. Отлично. Так, закрываем. Ну, кстати, нет, не закрываем. Я это все скопирую. Это я копирую. Потом. Вот сюда я это сейчас сохраню. Текстовый документ. Это пригодится, может не пригодится, не знаю, но пусть это будет. Так, сюда это вставляем. Я, наверное, не сохранил, сейчас переименую. Да, сохранил.
Так, айдишник ключа сохранил, статус ключа сохранил. Вот это все файлы у меня до вычетки, до момента, когда я прописывал ключ. То есть, ну, как пришел блок, я все это дело вычитал. Вот версия 4.9. Здесь конфигурация ключа, защелка и все остальное. Вот. Все это дело сохранил. Так, это мы все считали, это нам теперь не нужно. Теперь давайте смотреть ключик, так как у нас прописался, кладем его в антенку, давайте попробуем пройтись по статусам. Не знаю пока что у них на столе или нет, но тем не менее посмотрим. Так, проверка связи ок, подключение ок, запрос идентификаторов ок, версия прошивки бла-бла-бла. Так, это все понятно. Так, теперь текущий статус BCM. Ага, смотрите, пишет разблокировано. Питание понятно. Аутентификация. Ключ не распознан или чужой. Ну, возможно, на столе. Так. Низким частотам недоступно. Запуск проверки ключа выполняется. Раньше вот этого вот не было. Так, статус низкочастотной антенны. Недоступно, недоступно. Кстати, все, вот она, аутентификация пройдена. То есть раньше этого не было. Аутентификацию не проходил. Еще раз пощелкаем роляшкой. И давайте еще раз сделаем текущий статус. Все, короче, ключ видит. Вот так вот, видите, аутентификация пройдена. Ну, как бы, чтобы вам показать, что это действительно так, можно вот так вот поступить. Мы сейчас обесточим плату. Плата здесь работает только с ключом, без ключа она не работает. То есть, по идее, сейчас у нас должна вот аутентификация быть не пройдена. Все, вот видите, аутентификация не пройдена. Возвращаем ключ. Хоп. Отработал. Читаем. Все. Ключик прописался в блоке BCM. Рабочий вариантик. Один ключик есть. Блок у нас по удаленке, поэтому все это дело на столе. Была бы на машине бы то же самое можно проделать, не снимая блок. Так, по сути, в принципе, все. Можно также на данном этапе считать full flash. Что мы сейчас и сделаем. Так как в этом ключе, в этом дампе сейчас записан полностью ключ. Со всеми кодировками, конфигурациями и так далее. EPROM-кой и всей прочей ерундой. Пусть тоже будет, на случай, если что-то вдруг потребуется. В целом, как-то так это все работает. В общем, если кому-то подобная услуга потребуется, обращайтесь, без проблем запишем. Тонкость только в том, что вот эти вот платки нужно покупать прям у проверенных продавцов, у кого зря бессмысленно. Статус платок можно проверить тоже программкой. Короче, когда нажимаем на кнопку при обучении ключа второго, допустим, эта платка пишет свой, чужой, непринятый ключ. Вот, тогда, соответственно, окей, сохранить. Плата не дает, короче, следующего этапа. То есть она просит сначала закрыть клавишу закрыть. Если не проходит следующий этап, нажмите клавишу открыть, то платка получается либо не подходит, либо залоченная. Вот так вот это, в принципе, можно проверить. Вот, в принципе, и все. Так, ну на этом все. Я с вами прощаюсь. В общем, с блоками на столе уже можно работать. Ключи на Ладу, Весту, NG без проблем можно записать и на машине, и на столе по полной утере. И если просто ключи отвалились, то есть тоже без проблем все это дело можно восстановить. По полной утере предпочтительно со снятым блоком, но не принципиально, можно не снимать. Как-то так. Всем удачи в работе, всем пока.